Я с синекольчатым осьминогом, смертельно ядовитым, перевернул грузовик. Увидев мародеров, понял, план сработал, как и задумывал. Все потому, что 10 лет назад отцовский грузовик проколол шину гвоздем на дороге, вызвав смертельную аварию. Всех ягнят из грузовика украли местные жители. Это не случайность. Гвозди подложили умышленно сами жители. Хотели опрокинуть грузовик, чтобы украсть крупных ягнят из него. Мама хотела судиться, но сельчане притворились жертвами и не слушали разум. Полиция тоже была бессильна. Дело закрыли, без суда, без последствий. Прошло 10 лет. Время мигом пролетело. Я вел фуру, снова минуя старую деревню там. Но в этот раз грузовик вез якобы обычных осьминогов, на деле ядовитых синекольчатых. Я специально остановился отдохнуть в нескольких километрах от деревни. В следующий момент с энтузиазмом подошел старик. «Юноша, куда везете груз?» «В столицу. Везу сегодня сашими из осьминога в люкс-отель». Услышав это, старик рассмеялся. Я видел его 10 лет назад, забирал тело своего отца. Если бы тогда он не встал у него на пути, обманом заманив моего отца в деревню, с ним бы ничего не случилось. Он смотрел на мой грузовик с осьминогами, все нервнее. Трасса дальше закрыта. Поведу вас по нацдороге, там короче. Мой дом вон там, рядом. Подбросите по пути. Еще одна душа угодила в ловушку. Я этот трюк давно, 20 лет он творил эту мерзость. И сломал жизни многим водителям, но сам об этом вовсе не знал. В этот раз я был готов. До приезда обсудил план с семьями других жертв и попросил еще один грузовик. Как только я въеду в деревню, он последует за мной с грузом алкоголя. Итак, спасибо вам, сэр, садитесь скорее. Старик залез в мой грузовик как к себе домой. Тайком он достал телефон и отправил сообщение, предупреждая остальных готовиться к грабежу. «Юноша, каких осьминогов везете?» «Синие кольца на теле, таких я не видел. Сэр, сорт импортный, только для столичных отелей на сашими из осьминога. Нам простым, как мы, не по карману. Вау, значит, они очень свежие и вкусные. Не зря у горожан белая кожа. Кто бы подумал. Этого осьминога едят». Старик снова видел перевернутый грузовик и думал, как сбыть груз. От возбуждения он невольно тихо улыбался. Но он совсем не заметил. На грузовике крупно написано: «Опасно, употреблять нельзя». Грузовик быстро въехал в деревню. Тут старик схватился за живот и сильно завыл. «У меня болит живот. Дайте сойти в туалет, я сам скоро вернусь бегом». Старик заранее велел сельчанам в селе поставить ловушку и попросился выйти именно сейчас. Он просто боялся попасть в просак, но я не собирался так легко его отпускать. «Мы почти подъезжаем к производственному центру деревни, я вас там выпущу». Я прибавил ходу. Старик сразу испугался. «Если нагажу в грузовике, там будет вонять ужасно». «Никто, не переживайте. Дальнобойщики все видели. Под сиденьем горшок. Я и сам пользуюсь им в рейсе, так что нормально. Остановите грузовик. Вы уже проехали. Мой дом там. Выпустите меня». Старик терял терпение. Взял из машины молоток и яростно ударил по окну, но, несмотря на усилия, никак не смог поцарапать стекло. Это стекло не бьется, пуленепробиваемое, сделано на заказ. Только что купил его. Не ломайте его, пожалуйста, в деревне я вас выпущу. Я умоляю. Остановите машину и дайте мне выйти, пожалуйста. Мне лишь 89. Еще не нажился пока. Зачем тормозить? Я отличный водитель. Я велел подготовить впереди ловушку. Вмиг машина опрокинется, и мы оба погибнем. Почему сказал только сейчас? Тут вдруг машина врезалась в земляной вал, насыпанный сельчанами. Переднее колесо взмыло, едва минуя гвоздь, что он приготовил. Машина тут же вмиг неконтролируемо резко повалилась влево. Как ни крутил руль и не жал тормоз, бесполезно. Он вмиг врезался прямо в соседний магазин в мгновение. Я почувствовал, как внутренности сдвинулись от удара, спас бронежилет.
Без него от такой силы я бы умер сразу, на месте же. Смотрю рядом. Старика на пассажирском месте инерция швырнула прямо в лобовое стекло. Он весь в тяжелых ранах. Скорее звони 120. Старик взял телефон, но не решался звонить в полицию. Сначала надо срочно стереть доказательства доноса в нем. Из-за сотрясения он видел все расплывчато и шатался. Совсем не различал кнопку «Удалить» на телефоне. «Вы в порядке? В больницу везти?» Я вырвал у него телефон. Это ключевое доказательство для нас сейчас. Как мог дать ему стереть это? Вдруг услышал вокруг быстрые шаги рядом. Жители деревни, каждый с бамбуковой корзиной, начали отчаянно бороться за осьминогов, ползающих по земле. Увидев это, я крикнул: «Помогите, прошу, звоните в полицию. Иначе старик погибнет». Женщина вдруг резко перебила меня. «И зачем нам вызывать полицию из-за тебя?» Муж предупреждал. Осьминоги — деликатес высшего света, вкуснее. В этот раз возьму несколько домой попробовать. Пожалуйста, кто-нибудь вызовите полицию. Спасите нас, мы, старики, с телефонами не дружим. Вылезай сам, если можешь. Чудо. Мы сами тоже попробуем еду богачей. В этот раз точно разбогатеем. Продадим ее очень дорого людям моду. Мы построим другой домик. Им было совсем плевать на нашу жизнь и смерть, на чужаков. Но они не знали, в грузовике застрял не один я. Там была и его жена тоже. Вскоре после этого туда быстро стекалось все больше сельчан. И каждый пришел с мешком в руке. Вмиг они утащили весь груз осьминогов. Ни при каких условиях не трогайте их. Они ядовиты. Если плохо приготовить, они убьют человека. Так нам и надо. Я уже слышал, Чан хвалил их вкус. Старик никогда не ел сашими. Прошу, не ешьте их. Это необычные осьминоги. Если их тронуть неверно, случится беда. Я едва договорил. У въезда в деревню показался еще большой грузовик. Он также наехал на железный гвоздь у входа и перевернулся, разлив белую водку по всей земле. Увидев это, сельчане схватили корзины и снова рванули вперед. Я подумал, вот он, мой час наконец настал. Мы разбогатеем. Есть выпивка и еда. Теперь нам точно больше ничего не будет нужно. Я поспешно вышел из машины и подбежал ко всем, в панике говоря: не ешьте его. Это синекольчатый осьминог, он смертельно ядовит. Пожалуйста, верните мне все. Вижу, боишься, съедим все, доставлять будет нечего, и в итоге заплатишь ты. Услышав, я рванул к корзине, выхватить осьминога. Он сбил меня на земь. Ты еще смеешь красть тут, вор? Поверишь, если я упаду и обвиню тебя? Кто сказал, что осьминог ядовит? Он вкусный. Горожане, господа, не ешьте и не пейте алкоголь. Этот синекольчатый осьминог смертельно опасен для вас. Добавьте алкоголь, и даже боги не спасут вас. Старик холодно хмыкнул. Он не верил суевериям, сжимая осьминога и белый спирт. Зачем проклинать меня и лгать, что это яд? Я съем сейчас, чтоб ты сам убедился. Он умолк, старик сразу сунул осьминога в рот. Потом отпил белого спирта. Со мной совсем ничего не случилось, и ты еще смеешь дурить людей. Вдруг старик рухнул, бился в судорогах. Все в ужасе уронили вещи. В следующую секунду в толпе внезапно появилась женщина. Она поспешно подбежала к старику и положила ему в рот таблетку. Старик вышел и снова забыл принять лекарство. Спокоен он лишь после приступа. Лицо его постепенно вернуло цвет. Он встал. Кто сказал, что рыба ядовита? Она вкусная. Так свежа, просто я вам говорила, эта рыба не ядовита. Отнесу ее мужу, пусть ест со своим алкоголем. Я больше не настаиваю. Удар закружил голову, и я вырубился. Миссия завершена. Теперь дальше все уже целиком зависело от него. Ли-сирота, без родителей. До 18 лет жил на поддержке родного дяди. Но 3 года назад дядя опрокинул грузовик по пути в Чучин-Тогда. Весь груз там сразу разграбили. И его дядя тоже в коме. Спустя годы он дождался шанса.
Не зря терпел эту шваль так долго. 2 года я был замглавы деревни. Ремонтировал дороги, ставил уличный свет в Чучине. Я установил камеры наблюдения на каждом фонарном столбе именно для того, чтобы собрать доказательства и отдать тебя под суд, проклятая собака. Ли смотрел запись, сельчане грабят, фиксировал их жадные лица. И из гуманности он напомнил им по громкоговорителю, прося жителей деревни соблюдать закон, чтобы они не дрались за товар. Он велел грабившим сельчанам не трогать товар, сразу вернуть его владельцу. Он больше года твердил привычные призывы, но все было как проповедь в пустыне. Сельчане, ослепленные жадностью и внимания не давали ему совсем, не слушали. Госпожа Чан прижимала полную корзину, напевая по дороге домой. Увидев запертую дверь, невольно позвала: «Старик, открой дверь, в доме тишина». Никто не отвечает. Куда пропал? Он был не один, вести грузовик. Почему он не вернулся? Не говори, что он играет в карты у кого-то. Госпожа Чан открыла дверь и вошла. Радостно бросила осьминога из корзины в кувшин воды. Этот первоклассный товар, половину съедим, а другую продадим. К тому времени на заработанные деньги я смогу построить 2-этажный дом. Чучин, глухая деревня там. Рыбу увидишь редко, осьминога почти никогда вовсе. Вечером, пока тетя Сэм готовила ужин, сварила 2 осьминогов. Затем поняла, случайно себе поцарапала палец. Синяк с кровью уже проступил. Этот морепродукт правда свежий. Только что, пока я отвлекся, он посмел тайком атаковать меня. Тетушка потерла палец, затем подошла к кастрюле и положила их всех туда тушиться, наблюдая, как варятся осьминоги. Блюдо слишком дорогое, сегодня все же разрешу внуку съесть больше. Дети растут, кормить их надо хорошо. Когда подали ужин, сын тети Сэм увидел рагу из осьминога и откусил. В следующую секунду вдруг нахмурился. «Мама, какую рыбу ты взяла?» «Она такая свежая». «Как мне знать?» Сегодня снова опрокинулся большой грузовик. «Все это добыча твоего отца». «Ну?» Сын тети Чан учился зоологии в вузе. Усомнившись, он проверил бак воды на кухне. Он вздрогнул, холод по спине. Синекольчатый осьминог. Не думал, что ты знаешь, как его готовить. Вовсе ничего сложного, я только почистила и сразу врагу бросила. От страха ему ноги подкосились. Барбас, мама, плохо приготовленный осьминог крайне ядовит. Срочно вези его в больницу. Медлить нельзя, смертельно. Тетушка Шан не ожидала, что ситуация настолько серьезная. Она выбежала, чтобы вызвать машину и отвезти сына в город. Шан Мэн, ты дома. Сын отравился этой рыбой. Срочно вези его в город на машине к врачу. Тетя Шан вошла и, к изумлению, вдруг увидела, на столе Шан Мэна был жирный, сочный осьминог. Ты говорил о рыбе, не об этой, верно? Тетя Шан поняла, у Шан Мэна не просто бледное лицо, его губы уже распухли от яда. Все кончено, все кончено. Та рыба. Неужели вся деревня съела ядовитую? Срочно сейчас звоните 115. Вся деревня случайно съела ядовитую рыбу. Мы, возможно, отравлены. Пожалуйста, приезжайте быстро, 115 не успел бы. Для грабежа фур они завалили трассу мусором и ветками, тормозя полицию и 115. Теперь все против них. Карма, сын. Пожалуйста, прошу, чтоб с тобой ничего не случилось никогда. Иначе как жить дальше? Плач тети Чан слышали все в деревне, но из-за заносчивой семьи никто ей не помог. В ту ночь деревня Чучин не спала. Она наполнилась звуками рвоты и криками. Приехали десяток с лишним полицейских машин и скорых, очнулся уже утро следующего дня. Раны совсем легкие. Но старик на пассажирском сиденье погиб, кровоизлияние в мозг, ноги размозжены. Его привезли поздно, по дороге он задохнулся. Услышав это, я не удержался, рассмеялся. Местных жителей правда поразила беда. Не знаю, откуда у них эти осьминоги, но после еды даже легкие случаи теряли сознание, сразу начинались судороги. Тяжелые случаи, отказ органов, их увезли в реанимацию. Некоторые умерли сразу на месте.
Впервые вижу столь тяжелый инцидент с пищевой безопасностью. Сейчас уже ключевые службы тщательно расследуют это дело. Очень скоро журналисты разных СМИ учуяли сенсацию. Без предупреждения они все прибыли в деревню Чучан, их камеры с объективами всех размеров были нацелены на деревенских чиновников. Сейчас срочно нужно найти людей, чтобы стереть улики с перевернутого грузовика и тут разогнать эту орду папарацци. Что мне делать? Староста деревни ломал голову, но никакой план не приходил ему в голову. В этот миг в деревне внезапно вспыхнул пожар. Неясно, кто его устроил. Уязвимые деревенские пострадали, в пожаре множество раненых, а Боже, всеми святыми. Какой ангел-хранитель пришел вновь мстить за меня? Удумать жарить осьминога в спирте. Даже сатана бы не придумал такого, и я сразу громко расхохотался. Внезапно кто-то резко открыл главную дверь больницы, и передо мной встал полицейский. «Здравствуйте, мы должны взять у вас показания в рамках процедуры. Спрашивайте что угодно. Я совсем помогу». Мы выяснили, вам нельзя было ехать по этой... Зачем вы резко свернули тогда при инциденте? Не нарочно совсем. Пассажир с переднего сиденья сказал, трасса закрыта, эта дорога быстрее. Еще просто попросил по пути завезти его домой. Вы уже нашли мой телефон, и я люблю снимать жизнь, поэтому, когда мужчина сел в машину, я тогда сразу включил видеозапись на телефоне. Все, что произошло, записано на нем. Мы уже нашли ваш телефон, корпус немного поврежден, и в него попала вода, наш технический отдел работает над восстановлением данных, которые в нем содержатся. Хорошая новость. Они не смогут зря обвинить меня и отпустить его. Расследуем, никого не упустим из подозреваемых. Они нашли его телефон. Вспомнил, сев в машину, он всю дорогу не выпускал его, будто каждую минуту кому-то тайно докладывал о нашем маршруте. Вот ключ. Наши только что звонили. В его телефоне там нашли послания после аварии, которые он не успел стереть. В сообщениях он раскрывает другому номерной знак, время, когда грузовик пройдет через Чучан, и велит разложить гвозди и выкопать рвы на участке дороги. Это не случайность, а план сначала. Техслужба снимает данные с телефона мужчины прямо сейчас для полного восстановления. Ждут больше улик. Тут же вдруг зазвонил телефон офицера. Благодаря техническому восстановлению мы обнаружили, что этот человек совершает преступление не в первый раз, он не только действует в составе банды, но и является многократным рецидивистом. Сколько дальнобойщиков погибло из-за него, не сосчитать. Подозреваемых слишком много, не верю в это. Выяснилось, это банда, все спланировавшая. Думаю, у них уже много улик, я притворяюсь напуганным и тогда спрашиваю. Так я отвечаю за его смерть, и если докажут, что он сам спровоцировал аварию. Вы совсем невиновны. Вы могли бы даже подать на него в суд за покушение на убийство, но сейчас многие жители деревни отравились, съев осьминога. Вы, перевозчик, вы несете ответственность за ненадлежащий надзор. Эту ответственность разделим спокойно. Компенсация может быть очень высокой. Я не раз говорил, не берите, но они унесли и съели. Наверное, мне просто не повезло. Там, где нищета, рождаются злодеи, всегда пословица верна. Вы были без сознания, но все помните, что предупреждали их. Перед обмороком я несколько раз предупредил, не ешьте этого осьминога. Если плохо обработать, в нем смертельный токсин, но они все равно меня не слушали. Помню, там, на месте аварии, была камера наблюдения. Она сама точно все докажет. Вчера вечером мы просмотрели записи с камер, но звука нет. Только видно, там как сельчане грабят осьминога и вино. Выбросили твой телефон. Не дали позвонить в полицию. Полицейский бессильно вздохнул. От меня они ничего полезного не узнали и ушли пока ни с чем. Но до отдыха чучанцы узнали, что я очнулся. Тут же они ворвались к моей больничной палате. Они злобно стучали в дверь палаты. «Ты убийца и вор. Заплатишь жизнью за моего отца. Сын съел рыбу с твоей фуры. Теперь ему отказывают органы. Ты должен отдать почку моему сыну. Не думай, что можешь прятаться там и молчать, я знаю, что ты там». Я насмешливо хмыкнул. «Проклинайте сколько угодно.
Худшее для вас еще впереди. По мере продвижения расследования, умышленные убийства, совершаемые жителями деревни Чучин, провокации на дороге и разграбление товаров год за годом, эту деревню и ее жителей, каждого, заклеймили паразитами. В итоге их накажут по закону, общественность взбудоражена, все больше пострадавших дальнобойщиков и семьи погибших требуют правосудия сегодня вместе вслух. Деревня Чучин пренебрегает жизнью людей, чтобы разграбить товар без раздумий. Они специально разбросали гвозди, из-за чего грузовик моего сына перевернулся, он погиб на месте. Эти люди живут как игроки, питаются болью жертв, а они подонки нашего общества. Я хочу подать на них в суд, чтобы они сгнили в тюрьме. Репортер на месте событий сообщает вам последние новости. Из-за большого числа жертв жители деревни Чучин будут судить публично. После возбуждения дела многие жители деревни захотели бежать из деревни Чучин. Всех задержали по закону и увезли в участок. Прошло 10 дней после инцидента. Всех жителей Чучана поместили в СИЗО сейчас. Но есть и исключения. Замглавы Чучаня Лайкинг. Точно известно, он приезжий и ни разу в этих событиях не участвовал. При каждом инциденте он всегда снимал камеры и улики их преступлений. Его считают информатором, помогшим правосудию. Я смотрел новости в телефоне, улыбаясь, но когда решил, что подозрения сняты, полиция явилась прямо в тот самый миг. Снова пришли за мной, но в этот раз отвезли в допросную комиссариата. Кто-то видел, как вы встречались с семьями некоторых жертв. Есть основания думать, вы все спланировали инцидент. На мои вопросы отвечай только правду, сейчас не увиливай. Вы знаете Лайкинга? Да, знаю. Я с родителем другой жертвы давно друзья. Шли вместе, ли там случайно? Вы лжете, мы провели расследование и выяснили, что несколько лет назад ваш отец тоже погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он тоже погиб в Чучине, значит, я смею думать, ваш переворот грузовика не случайность, а месть. Осьминог и вино – ваши орудия убийства. Понимаете вы смысл этого поступка? Эмоциями хотят сломать мою защиту? Даже не надейтесь. Вы сами сказали, это лишь официальная версия. Нет доказательств, за эти слова сейчас я могу подать на вас в суд за клевету. Откуда знаете, что у меня нет улик? Были бы улики, не сидел бы здесь. Я с самого начала знал, что все оставят след, поэтому какое выражение лица мне принять, как мне отвечать, я репетировал это в своей голове 1000 раз, пока не достиг безупречности. Теперь все доказательства за тебя. Они подтверждают, дело к тебе совсем не относится. Все это была инсценировка старика против себя, но замененное тобой стекло, твой бронежилет и камеры, появившиеся там полгода назад, все непросто. Когда совпадений слишком много, значит, кто-то устроил это нарочно. Расследуйте смело сейчас. Если найдете улики, тогда признаюсь и приму срок. Я знаю лишь одно, после смерти отца мать постоянно плакала. Мне тоже каждую ночь снились кошмары, я не мог спать всю ночь напролёт. Я впал в глубокую депрессию. С тех пор я не вижу кошмаров и сплю. В загробном мире смогу смотреть отцу в глаза, мне ни за что стыдиться. Допрашивать преступников должен судья, не ты. За сделанное тебе придется заплатить сполна, сегодня самым. Тогда почему столько лет они были на свободе, вне закона? Скажите, видели их мерзкие лица, слышали самые страшные рыдания, знаете ли бессилие, когда умирает твой отец? Они мертвы, слава небу. Если правда что-то найдете, мне больше нечего добавить. Полицейский нахмурился и, наконец, молча опустил голову. Затем развернулся и вышел из допросной комнаты. Я тренировался столько лет, но во время настоящего допроса из-за огромного эмоционального потрясения я чуть не выдал себя. Через 2 месяца дело с последствиями завершилось. Конец уже. Суд сейчас оглашает апелляционный приговор. В ходе процесса стало ясно, суд установил и доказал, что Келли Кинг сама. Смерти Чана и отравлении деревни он невиновен напрямую. Факты ясны в ходе операции. 20 водителей, включая Вана, выступили в суде, видео с регистраторов, списки повреждений и прочие доказательства. Жители деревни Чучин долгое время на въезде в деревню разбрасывали гвозди, рыли ямы и грабили перевернувшиеся товары.
Их действия – грабеж бандой, угроза общественной безопасности, умышленное убийство. Доказательства крайне весомы и полны целиком. Организаторы, включая Шана, получили 15 лет тюрьмы, Шан и еще 13 человек – 12 лет, все остальные – 7 лет. Решение окончательно и действует со дня оглашения сразу. В случае несогласия апелляция может быть подана в течение 10 дней с момента получения через этот суд или непосредственно в Верховный народный суд. Во время апелляции приговор исполняют. Услышав вердикт, мы с Ли Кингом наконец оба обрели покой душой. Я уволился в Чучуне и иду искать работу в другом месте. Что будешь делать? Дальше вожу грузовики, как прежде. Снова поедешь этой дорогой, спокойно. Никто больше не перекроет ее ради грабежа. Конечно, впредь хочу проверить, скрывает ли тихий Чучун тьму, и чтобы дальнобойщики знали, справедливость живет всегда в сердцах простых людей. В самых темных углах. Придет миг, когда солнце засияет. И все зло Чучуна исчезнет. Навсегда. Но, как я уже говорил, в этом городе будут те, кто действует в тени, пытаясь ввергнуть этот город в хаос, погружая